Прежде чем мы начнем анимировать белку, нам нужно поговорить о наложении, прохождении и превышении. Мы говорим о наложении движения, когда часть движущегося объекта задерживается по сравнению с остальной частью объекта. Поэтому, когда мы смотрим на текущую анимацию, мы можем видеть, что мяч возглавляет движение, в то время как хвост обучен следовать. Если мы проследим за кончиком хвоста, то увидим, что его положение смещено по сравнению с положением мяча. Это то, что мы будем часто использовать для хвостов одежды, всего, что висит на нашем персонаже. Но это можно использовать на любой части тела, расслабленной руке во время прогулки или даже на этом персонаже-крабе. Глаза и клешни краба в настоящее время следуют за движением тела с небольшой задержкой, так что это также перекрывающее движение. Мы также можем сказать, что эти части тянутся за движением тела. Очень важно то, что эти перекрывающиеся движения будут передавать вес и жесткость материала или персонажа, которого вы анимируете. Чем больше у тебя будет перекрывающихся движений, тем тяжелее это будет ощущаться. Чем больше у тебя будет перекрывающихся движений, тем более плавным это будет ощущаться. Так что это также может общаться, если твой персонаж расслаблен или напряжен. Доведи дело до конца. Это немного похоже на наложение движений. Это определяет тот факт, что некоторые части нашего персонажа все еще движутся после того, как персонаж останавливается, поэтому их движение смещено по сравнению с персонажем. Так что в основном перекрывающееся движение порождает продолжение. И как объяснялось ранее, это передаст вес и жесткость твоего характера. Мы обычно используем overshoot, когда движение резко меняет свою ориентацию или когда оно останавливается. Он ускоряется, пока не достигнет места назначения, и мы можем видеть, что он немного выходит за пределы своего конечного положения и возвращается. И это то, что мы называем превышением скорости. С точки зрения кривой это довольно легко определить в графическом редакторе. У нас есть эти два ключевых кадра, которые имеют одинаковое значение, поэтому они выровнены по оси Y, и у нас есть дополнительный ключевой кадр, который немного выходит за этот порог и создает движение превышения. Это то, что мы собираемся часто использовать, потому что оно передает вес, но также скорость, удар, баланс и многое другое. Это может быть очень интересно для удара, например, или для придания дополнительной привлекательности быстрому движению. И когда вы комбинируете промах с перекрывающимся движением или выполняете его до конца, вы можете получить очень интересную анимацию. В этом случае есть промах при первом ударе и некоторые перекрывающиеся движения, когда когти покачиваются. Вот я просто хочу показать тебе краткий пример того, как можно очень быстро создать убедительное перекрывающееся движение. Открыв файл Blender, ты перейдешь непосредственно к действию, чтобы выполнить это упражнение. Выбрав первую косточку хвоста, я попытаюсь определить кадр, где мяч в данный момент движется быстрее всего, и это кадр 10. Я выберу кривую поворота хвоста X, продублирую кадр и переключу их на автоматическую чистку, чтобы он был чистым, и увеличу значение ключа, чтобы хвост тянулся назад. Поскольку анимация зацикливается на 40 кадре, есть большая вероятность, что на 30 кадре я получу самое быстрое движение мяча в другую сторону. Поэтому я продублирую свой текущий кадр и переместу его на отрицательную сторону так, чтобы хвост волочился в другую сторону. Тогда, поскольку мы идем по циклу, первые и последние ключевые кадры должны быть одинаковыми, поэтому я бы нажал Shift-D, чтобы дублировать их, и чтобы сделать правильное смешивание. Мне нужно повернуть к этим двум ключевым кадрам, используя отдельные исходные данные. Выровняй начальную и конечную точки с текущей формой кривой. Теперь, чтобы сделать это немного более стильным и интересным, я выберу эти две крайности и немного увеличу их масштаб. Поскольку перекрывающееся движение является смещением текущего движения, я могу выбрать все точки кривой и нажать Ctrl+C, чтобы скопировать их. Тогда я выберу следующий копчик в иерархии, убедитесь, что у меня выбрана только кривая поворота X, и я нажму Ctrl+V, чтобы вставить кривую. Тогда, чтобы немного сместить движение, я нажму Shift-D, чтобы дублировать всю кривую и переместить ее до нулевого кадра. Таким образом, у меня дважды точно такое же движение. И если я сейчас сдвину всю кривую на 1 или 2 кадра вправо, чтобы задержать ее, я получу движение перетаскивания бесплатно.
Оттуда я могу скопировать эту кривую, выбрать следующий сустав или следующую кость в иерархии хвоста и повторить процесс. Выбери кривую X, нажми Ctrl-V, чтобы вставить кривую, я выровняю ее по первоначальной форме, а затем немного смещу на 3 кадра. Итак, идея состоит в том, чтобы использовать одну и ту же кривую для каждого сустава, но смещать ее во времени на 1 или 2 дополнительных кадра. Тогда ты можешь поиграть с формой хвоста, изменив форму кривой. Поскольку у меня симметричное движение, я могу использовать 2D-курсор в качестве точки поворота. Его положение представлено пересекающимися синими линиями, и, как показано в предыдущей главе, вы можете разместить его там, где захотите, щелкнув правой кнопкой мыши Shift, или перейдя в опцию просмотра и установив его значение здесь 0. Теперь я могу нажимать S и Y со всеми выбранными ключевыми кадрами, чтобы увеличить амплитуду кривой, потому что я масштабирую кривую только по оси Y. Поэтому у нас будет более широкое движение хвоста, что сделает его более расслабленным или тяжелым. Это быстрый, простой и дешевый способ сделать такое наложение движений. Это, конечно, будет немного сложнее для полных персонажей, но это хороший совет.